Да, друзья, процесс копчения не так сложен, как может показаться на первый взгляд. В этом видео я поделюсь с вами, что вам понадобится для копчения. Расскажу о щепе как основном ингредиенте. Расскажу о двух вариантах засолки сухим и мокрым способом. Поделюсь с вами 5 золотыми правилами копчения. Покажу вам, как коптить и в чем принципиальная разница в холодном и горячем копчении. И все это всего лишь за 5 минут вашего драгоценного времени. Устраивайтесь поудобнее, поехали! Друзья, я с вами поделюсь простым способом копчения. Нам не нужна будет коптильня с гидрозатвором или без. Никаких дымогенераторов, шкафов и прочих дорогостоящих и сложных гаджетов для копчения. Мы будем использовать только то, что есть практически у каждой хозяйки на кухне. Нам понадобится обычная кастрюля из нержавеющей стали, чугуна или керамическая с крышкой, пищевая фольга, пара бамбуковых палочек из-под суши и одна зубочистка, а также металлическая сетка для фритюра от мультиварки или металлическая подставка под горячее. Мы будем коптить без химии, никакого жидкого дыма, без консервантов. Дым – это лучший натуральный консервант. Без усилителей вкуса, только соль и сахар. Нам необходимо будет приобрести только щепу для копчения, которую вы можете приобрести на любом маркетплейсе. Она стоит от 70 рублей за пакет. Из ингредиентов нам понадобится крупная морская соль и сахар. Для копчения я использую щепу ольхи. Щепа ольхи самая универсальная для копчения, а также подойдет для новичков. Когда у вас станет больше опыта, вы можете экспериментировать с щепой. Для своих экспериментов я вам рекомендую использовать щепу плодовых деревьев. Рекомендую вам щепу покупать на маркетплейсах. Она имеет более чем доступную стоимость. Если же вы захотите заготавливать щепу самостоятельно, то ее необходимо сушить не менее 1 года, а саму древесину использовать без коры, так как она дает копоть и черный налет в процессе копчения. При копчении мы используем только сухую щепу, без замачивания. Нам необходимо совсем немного щепы. Количество щепы для копчения не зависит от емкости, будь то небольшая кастрюля или большой 50 или 200-литровый бак. На копчение нам необходимо всего лишь 3 небольших жмения щепы. Это около 12 грамм. 400-граммового пакета с щепой вам хватит более чем на 30 раз. Важный этап в копчении – это засолка. Здесь есть несколько основных правил. Если мы солим мясо или рыбу для копчения, то приправы не используем, так как при копчении все ароматы пряностей нивелируются. Использовать пряности и приправы просто нет смысла. Для засолки мы используем только крупную морскую соль и сахар. Если солим сухим способом, то на 1 килограмм мяса или рыбы используем 2-3 ложки морской крупной соли с небольшой горкой и 1 столовую ложку сахара с большой горкой. Если солим мясо или рыбу мокрым способом, то здесь расчет ингредиентов ведем на 1 килограмм общего веса мяса и воды. На 1 килограмм общего веса мяса и воды у нас уходит 26 граммов крупной морской соли и 5 грамм сахара. Если мы коптим мясо или рыбу горячим способом, то солим 12 часов. Если коптим холодным способом, то солим 72 часа. А теперь переходим непосредственно к копчению. Рассказываю вам 5 золотых правил. Первое. Перед копчением обязательно сушим продукт бумажным полотенцем, а затем оставляем на сушку не менее 4 часов до суток, в зависимости от того, что мы будем готовить. Второе. Не перебарщивайте с щепой. Ее понадобится всего лишь 12 грамм, и мы используем только сухую щепу, не замачиваем ее. Третье. Сам процесс копчения у нас идет первые 10-15 минут после того, как щепа дала дым. И как щепа дала дым, мы либо совсем выключаем нагрев, либо ставим его на минимальную мощность, в зависимости от того, коптим ли мы холодным или горячим способом. Четвертое. После завершения копчения даем продукту остыть вместе с кастрюлей не менее 20-30 минут. Пятое. Продукт сразу после копчения мы не едим, а оставляем на проветривание на 12 часов в холодильник. Разница между холодным и горячим копчением заключается в том, что при холодном способе копчения, после того, как в кастрюле у нас началось сильное дымообразование, мы выключаем кастрюлю. И далее процесс копчения идет у нас без нагрева. При горячем способе копчения, после того, как в кастрюле у нас прошло обильное дымообразование, мы просто уменьшаем огонь на минимальную мощность. И далее у нас процесс копчения продолжается с нагревом. То есть в холодном способе без нагрева после дымообразования, а в горячем способе копчение происходит с нагревом. У каждого продукта, который мы используем для копчения, есть свои нюансы, поэтому более подробно процессы копчения конкретных продуктов, мяса, рыбы вы можете посмотреть в моих других видео.